Всем приветики, друзья! Мы сегодня начинаем проходить игрушку под названием Radio Light или Радио Свет. Почему она так называется, я пока не в курсе. У нее очень положительные отзывы в Стиме. Значит, по жанру это детектива, мистика, сюжетное что-то. И игрушка обещает быть интересной. Ее мне порекомендовал Александр в комментариях на ютубе, за что ему большое спасибо. Если у вас есть какие-то идеи или предложения по прохождению игр, вы не стесняйтесь, пишите в комментариях, я обязательно все увижу и посмотрю, что это за игрушки. Ну и в принципе все рассказала, что хотела. Игра будет разделена на 2 серии. Поехали! Так, New Game File 1. Погнали! Что мы считаем началом? Часто конец. А дойти до конца означает начать сначала. Конец – это отправная точка. 19:00, дом Итана. Дом Итана, то есть я Итан. Пропал Эллиот Лейер. Или как правильно читать? Ага, мы респавнимся в какой-то комнате. А, вот что я забыла сказать. Рисовкой игрушка похожа на игру Firewatch. Об игре Firewatch очень многие слышали и очень многие ее проходили сами, но если вы не смотрели и хотите посмотреть, то ссылочка будет вверху экрана. Все. На этом я точно сказала все. У нас здесь идет какое-то детективное расследование или как? Взаимодействовать. Полицейский департамент Эшвуд Крик. Общественное объявление. Пропал Эллиот Лейер. Будем читать это как Лейер. Возраст 14 лет. Последний раз видели 30 августа 85-го в районе Блэквуд. Есть информация, звоните полицию. В полицию. Вот я хожу. Читать. Мия, что опять с музыкой? Это дочь его, что ли? Записка. Рейнджеры доложили, что видели огни на хребте у старого карьера. Надо проверить. Короче, Эшвуд Крик, национальный парк. Национальный парк. Но, насколько я знаю, игра будет про какой-то лес. Наверное, мы в лес отправимся. Продолжаются поиски пропавшего мальчика. Какие-то волонтеры присоединились к поискам. Читать. Не найдено никаких улик. Читать. Поисковые группы не нашли существенных улик. Эллиот оставил свой спальный мешок и личные вещи в палатке. Его рюкзак тоже пропал. Так, кто-то здесь музыкой балуется. Скауты сообщили, что слышали странные звуки из окрестных пещер в ночь перед исчезновением. А вот это интересно, звуки из окрестных пещер? Вторник, 20:00. Опросить старшего скаута Люка. Среда, 18. Проверить записи о перекрытии троп в парке. Четверг, 7 утра. Координировать действия поискового отряда в лагере Блэквуд. А мы кто? Какой-то поисковик или кто вообще? А может быть, Эллиот это кто-то из нашей семьи? Пока не знаем. Картинка, кстати, очень красивая, рисовка хорошая. Записка. Показания Люка Дженкинса. Люк Дженкинс, 38 лет, плотное телосложение, руководитель отряда скаутов. Присоединился к поисковой группе. Вечер прошел как обычно. Костер, зефир, песни. Все разошлись по палаткам к 10 вечера. Эллиот показался тихим, немного подавленным. Что-то его грызло. Эллиот был объявлен пропавшим без вести в 8 утра. Люк волнуется? Следи за ним. Подожди, Люк волнуется. Люк, то есть, получается, есть у нас Люк Дженкинс, который присоединился к... руководитель отряда скаутов, но о чем-то он волнуется. Может быть, он что-то видел в лесу. И он считает, что Эллиот показался тихим. Хорошо, надеюсь, мы потом вспомним эту информацию, когда мы получим еще какую-то инфу и соотнесем вот эту инфу с новой инфой. Записка показания скаутов. Один слышал шорох снаружи около 3 часов ночи у соседней палатки. Похоже на шаги, но может быть он врет. Или будто кто-то двигался в кустах. Но этот человек побоялся это проверить и уснул. Некоторые сообщили, что Эллиот был тихим и мало разговаривал. Ну, Эллиот, то есть 14-летний мальчик. Включить. Добрый вечер, с вами Сара Рейнольдс на Эшвуд Крик радио.
Поиски 14-летнего Эллиота Лейера. Что-то там. Эллиот пропал во время похода бойскаутов в лагере Блэквуд в национальном парке Эшвуд-Крик. Его палатка была найдена пустой утром, и с тех пор никаких следов не обнаружено. Полиция, рейнджеры, волонтеры прочесывают местность без каких-либо зацепок. Погода в сочетании с пересеченной местностью еще больше усложнила эти поиски. Если вы были в лагере Блэквуд или рядом с ним в прошлые выходные, любая, даже маленькая деталь может помочь. Наши мысли с семьей Эллиота и со всеми, кто там причастен. Оставайтесь с нами, будем сообщать о всех новостях. Думаю, на сегодня с меня хватит. То есть у нас есть пистолет. Мы кто? Мы полиция? Так, еще раз посмотрим, что он там в ящиках-то открыл. Я не приседаю. Взять Мия и Клэр кассеты с радио. Я не знаю зачем. Я офицер полиции, офигеть. Ну да, ясно, понятно. Оставляем значок, оставляем пестик и просто выходим. Так, я так понимаю, там наш ребенок буянит. Хреновая кровать. Чувствую себя так, будто не спал нормально годами. Посмотреть. Какой-то скетч. Капец, ну надо комнату осмотреть, а потом выходить. Окружной суд штата Орегон по округу Эшвуд. Ребекка Томас versus Итан Коллинз. Постановление об опеке. Да, точно, это наша дочь, включает музыку. На основании соглашения сторон настоящим постановляется. Сторонам предоставляется совместная опека над их несовершеннолетней дочерью Мия Коллинз. Несовершеннолетний ребенок сторон будет проживать с истцом, а ответчик будет иметь право на посещение ребенка каждые вторые выходные в течение 2 недель каждое лето. Все, короче, инфа в нашей комнате дала нам полную картину, кто мы, какое у нас семейное положение и так далее и тому подобное. Все, теперь пошли дочь ругать. У нас ребенок разбушевался. Так, осмотреть... Слушай, ну рисовка прикольная. Ламповая игра выглядит. Доча? Доча, что за дела? Ладно, так это была хорошая песня. Эй, ты знаешь, что весь квартал слышит это диско, которое ты тут устроила? Ну все нормально, пап. В прошлый раз оно остается выключенным. Или оно останется выключенным, то есть настоять на своем. А как подтвердить? В общем, оно остается выключенным, хорошо? Тебе 18, Мия, ты уже взрослая. Я знаю. Смотри, я уже убавила. Я потом пойду к Сидни, просто чтобы ты знал. Нет, ты не пойдешь. Не совсем тем, что происходит в последнее время. Что значит все? Какой-то ребенок потерялся в лесу? Сейчас такое время, что неизвестно что может. Может, там серийный убийца. Ладно, я буду осторожна. Сидни может меня забрать. Запретить или не запретить? Стоп, пропал у нас всего 1 человек. Получается такая вот ситуация. Наверное, городок небольшой, эта новость его потрясла. Пустить дочь или не пустить? Сидни ее заберет. Ну, я не думаю, что это влияет как-то на игровой процесс, хотя, может, и влияет. Давай отпустим. Ладно, можешь идти, но будь дома до 11. Помни, что завтра в школу, скоро выпускной. Сегодня пятница, пап. Уже? Зачем ты возишься с этим радио? Я пытаюсь что-то найти. Что найти? Я слышала какой-то странный звук. Странный звук, типа она перебирает эти волны? Интересненько. Дочь, ты не против, если я покопаюсь тут у тебя? Вдруг ты что-то прячешь от отца? Подожди, это что у нас там такое? Это открытка. Мия, рабочая поездка пока проходит отлично. Я купила это в маленьком ломбарде недалеко от озера. Половина вещей была хламом, но я заметила радио и сразу же подумала о тебе. Может быть, ты найдешь в нем что-то интересное? Или просто послушаешь хорошую музыку? Во всяком случае, я подумала, что тебе это понравится. Я вернусь в воскресенье вечером. Отправила это твоему отцу, так как знаю, что ты будешь там на выходных. Надеюсь, все дошло. Люблю тебя, мама. Так, то есть это мама нам подарила радио. Осмотреть.
Да. В сумку мы не полезем. Ты, что еще посмотреть? Взять кассеты. Микс Сидни. Не открывается. То есть она что-то интересное поймала. Это может нам как-то помочь? Для Мии. Эй, пап, ты серьезно? Положи обратно. Значит, только Сидни, да? Для Мии и ни для кого больше. Озеро в пятницу? Сидни говорит, что ты пойдешь. У меня есть пленка. Не дай своему копу папе все испортить. Джон. А подожди-ка. И сегодня пятница? Подожди, это куда она собралась, получается? Она пойдет с Сидни и с Джоном куда-то. Значит, у Джона есть пленка, и они пойдут на озеро. А, так надо было сначала почитать записку, а потом не разрешать ей идти. Может, ее запереть просто? Есть у тебя ключ? А, не, тогда она в окно выпрыгнет. Это же, 18 лет? Пиво в холодильнике еще есть? Новая цель — взять пиво. Телек. Я ищу, где взаимодействовать с чем-нибудь. Узнать что-нибудь еще об этой истории. Так, что за закуток? Как красиво выглядит графа вообще. Местный мальчик по-прежнему числится пропавшим без вести после 4-дневных поисков. Эшвуд-Крик, штат Орегон. Власти по-прежнему в замешательстве в связи с продолжающимися поисками 14-летнего Элиота Лейра, который пропал из лагеря бойскаутов в лагере Блэквуд. Из лагеря бойскаутов в лагере Блэквуд. Несмотря на все усилия местной поисково-спасательной команды, включая волонтеров, прочесывающих окружающие леса, никаких существенных зацепок найдено не было. «Мы не теряем надежду», — заявил начальник полиции Мейсон на пресс-конференции. «Мы проверяем все зацепки, но также просим людей не терять бдительность. Если вы были в парке и видели что-то необычное, пожалуйста, свяжитесь с нами». Вернуть на место. Я не могу привыкнуть к управлению. Я подхожу, и начинаю тыкать левой кнопкой мыши. Так, детский рисунок. Нужно молоко. Позвонить Джону завтра в 2 дня. Так, это мне не надо. Пицца, молоко. Бутылка молока, их сбросить. Певцо. Пап, иди сюда. Блин, папа насосался пива уже. Айстадаба. Видишь? Слышишь? Оно как будто что-то говорит. Похоже, просто помехи. Я так и думала, но я все время слышу эти странные... это как шипение, понимаешь? Попробуй сам. R — использовать радио. Она думает, что там, помимо помех, что-то еще как бы фоном идет. Бутылка пива пусто, X бросить. Дочь, а ты не против то, что вот я так сделаю? Хотя, может, вот так? Какой пример ты подаешь? Стыдно. Можно еще порыться. Вообще нельзя рыться в чужих вещах. Но сегодня нам можно. Колледж Эшвуд-Крик, осень 85-го, открытый вечер. Думаете о том, что делать дальше? Если вы заканчиваете среднюю школу или все еще не определились с выбором, присоединяйтесь к нам на неформальный вечер, чтобы узнать, что может предложить вам колледж Эшвуд-Крик. Рекламочка, все понятно. Так что с радио делать? Нет, я не слышу. Там только что что-то было, я клянусь. Знаешь что, пап, поставь себе. Спасибо, а бейсбол на этом можно послушать? Да, кажется, 96. Не за что. То есть надо перебирать частоту. Вот это сейчас что? Был какой-то звук типа вздоха, что ли? Не, ну давай переберем. Ты.
Слышу ворон, но это на улице, наверное. А реально мы должны что-то найти или нет? Что? Вот это звучит странно. Послушай. Новая цель — ответить на звонок. Вот то, что я сейчас нашла, было странно. А где телефон? Я иду к пистолету. Как будто здесь? Или на первом? Да, на кухне. Алло? 21:00. Вы слушаете радио Эшвуд Крик. Кажется, в деле о пропавшем бойскауте Эллиоте Лейри появились новые обстоятельства. Поступило сообщение о пропаже рейнджера парка Харви Уотерса. Уотерс, многолетний рейнджер Эшвуд Крика, последний раз выходил на связь сегодня утром. Его жена сообщила, что перед исчезновением он себя странно вел. Власти не подтвердили, связаны ли эти два дела. В связи с масштабными поисковыми работами, полиция настоятельно просит посетителей избегать парка до дальнейшего уведомления. Раз уже 2 пропажи, то полиция говорит: в парк идти тебе точно не надо. Интересная завязочка на самом деле. Я люблю такие истории. И уж тем более я люблю истории, которые проходят на природе, в парках, в лесах. Это самое мое любимое. Итан, прием. Ты на месте? Прием. Да, я здесь, только что приехал. Прием. Ты на парковке? Все еще в машине, да. Его машина должна быть припаркована прямо у дороги. Ты ее видишь? Его машину? Выйди из машины и скажи, видишь ли ты ее? Так ты ее видишь? Должна выглядеть как обычная машина рейнджера. Скажи, когда найдешь. А я сначала свою тачку хочу осмотреть. Ай, красота. Вот это кадр красивый. Ну, чё, она все еще там? А я пока хз. Осмотреть. А как сообщить по рации? Смотри, значок рации появился. Ну, типа, вот она все еще там. Это машина рейнджера так выглядит? У машины рейнджера должна быть какая-то определенная модель? Как по рации-то сказать? Спортивная сумка вернуть на место. Как рацию-то? R, что ли? Нет, R это радио. Да я в управление посмотрю. Управление бегом, инвертировать, ничего такого нету. Вот клавиши есть. Прыжок, присесть, взаимодействие Е. Подтвердить кнопка мыши. Зум, инвентарь. Что? Инвентарь на Q? Рация Tab. Игра, ты мне не хотела об этом сказать? Рация Tab. Смотри-ка, он сразу ее убирает в карман. Люк Дженкинс, он все еще участвует в поисках сегодня ночью? Думаю, да. Ты имеешь в виду руководителя скаутского лагеря? Да. Но он очень старается найти его. Хороший парень. Не знаю, он действительно выглядел странно на допросе. Но мы же его не исключали из подозреваемых. Нет, он все еще здесь. Он был последним, кто его видел. Ну, ты же следователь. Осмотреть спортивную... Да почему он не осматривает? Так, все, я научилась Tab и Q инвентарь. Обалдеть, документы. А почему обучения в игре нет? Ну, красота, я считаю. Как бы, мне что делать-то дальше? Просто пойти тыкаться, газировки купить? Вставить. Четвертак. Горячие хиты. Радиочастоты для экстренного вещания. Для вашей безопасности и своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях и важных событиях, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими радиочастотами. 101.5 FM. Общие новости парка и экстренные оповещения. Используйте этот канал для получения информации в реальном времени о состоянии парка, предупреждениях о погоде, инструкциях на случай ЧС и новостях о поисково-спасательных операциях. В случае чрезвычайной ситуации используйте рацию для передачи вашего местоположения и статуса.
Держите радио включенным и настроенным на канал 101,5 во время походов или стоянок в отдаленных районах. Регулярно проявляйте обновления чего-то там. Ну и плакат про Эллиота, конечно. Телефон сломан. Похоже, их таксофон сломан. Ну что ж, похоже, ты застрял со мной. Я обречен. А как сюда войти? Понятно, даже не заперто. Взять ключ, взять ключ. Ключ от машины Харви. Вокруг много битого стекла, похоже на разбитые лампочки. Думаю, рейнджеры упоминали о проблемах с электричеством на прошлой неделе. А как нажать? В тот день, когда Эллиот пропал? Примерно, да, в ту дату. Это странно. Проблемы с электричеством во время пропажи. Осмотреть. Лучший в мире security guard. Осмотреть, какая-то картинка, фотка. Опа, четвертачок. Можно газюки купить. Для прохождения нужна газюка? Я предлагаю сначала взять газюки, потом уже машину открыть. Так, мне, пожалуйста, Пеппо. Пеппо. Вот это название не могу разобрать. Что там, как Кока-Кола называется? Пул? А что, не работает? Надо нажать, что ты еще покупаешь. Банка газировки открыть. Ну, сначала мы пососали певца. Теперь шлифанули газировкой. Кто так делает перед тем, как ехать на задание, я не знаю. И культурность. Главное, культурно выбросить. Машину открыть. Подожди, у нас же ключ от машины... От машины кого? От вот этой? Или от лесовоза? Или от вот этой? От какой машины-то ключ? От полицейской? Рейнджер. Да, я нашел ее, она припаркована прямо у дороги. Значит, там машина Харви, как они и сказали. Где его видели последний раз? Это было здесь, на парковке? Да, в показаниях так. Он приехал на парковку около 6 утра, и он был зол. Но не только. Видимо, он был очень взвинчен. Он оставил ключи в будке, потом он просто сорвался и ушел, ни с кем не разговаривал. Куда он бежал? Кто знает. Тропа ведет к информационному центру, а потом предстоит очень много пройти. Я расскажу поподробнее через минуту. Если ты просто пойдешь по тропе, скажи мне, когда доберешься туда, и мы придумаем, что делать дальше. Новая цель — добраться до информационного центра, и нужно открыть машину. Фу, этот запах. Запах чего? Осмотреть. Это спички, что ли? Леденцы от кашля вернуть на место. Нашел коробку леденцов от кашля. Братья Спрус? Да, откуда ты знаешь? Да, я иногда их покупаю. Помогает, когда много говорю. Видимо, что-то популярное в их краях. Леденцы от горла. Ну, как Стрепсилс, да? Не реклама, если что. Вернуть на место. А это, похоже, какой-то либо детский медальон, либо ошейник для собаки. Хотя на собачий больше похож. Он какой-то не сильно красивый такой, как будто угловатый. Еще там что? А чем воняло-то в машине? Кто держит заплесневелый рюкзак на заднем сиденье? Заплесневелый? Чё? Какой? Ну, я не знаю, но это плесень. Я про рюкзак. Почему ты издаешь этот звук? А чё за писк я слышу? Да я кушаю. Рюкзак с плесенью. А его не парит, чей он? Это точно рюкзак этого рейнджера? Может быть, он нашел какой-то вещдок и себе положил? Спутниковая тарелка. Я нашел кое-что из его вещей в багажнике. Это спутник или что-то типа того. И провода. Это странно. Спутник? Харви пытается звонить домой?
Может, ему повысили зарплату и дали космическую программу. Maybe he's a bit of a tech nerd. Ну, может, он слегка помешан на технике, или просто хобби у него такое. Ой. Лопата, какая-то банка от консервов. Опа. Фотография. Ой, очень большая семья. Ничего не написано, не подписано. Осмотреть сосновая шишка. Вот это прям конкретно напоминает Firewatch. Old cash box in the trunk. Старый Looks like he тайник в keeps some of his багажнике. personal Похоже, он stuff хранит here. свои личные вещи здесь. Photos of what looks like Фото, Harvey где, fishing похоже, as a Харви kid. ловят рыбу в One's a детстве. drawing. Looks like two Есть boys in the рисунок, woods. похоже на двух мальчиков в лесу. Ой, Looks like he had siblings. похоже, у него You know были anything братья и about them? сестры. Мы что-нибудь знаем о них? Откуда мне знать? Харви всегда казался отшельником. Он был не особо разговорчив, особенно о личном. И даже с другими рейнджерами. Ну, в общем, закрытый. Но рисунок нам не дают посмотреть. То есть он его упоминает, но нам с тобой не дают его посмотреть. Певцо. Ну, рюкзак с плесенью вызывает вопросы. Больше думается о том, что это какой-то вещдок. Визитор-центр. So I should go to the center, Ну, right? нужно идти в центр, верно? Да, слушай, прямо сейчас тебе нужно раздобыть карту парка. Должна быть одна в центре. Дай мне знать, если найдешь. Здесь, короче, машинам нельзя проезжать. Ходите, написано, ногами. Ну, будем ходить ногами. Все, карты здесь не найти. Проходим на место событий. F использовать фонарь. Почему я обожаю такую рисовку? Она прям вот, она вот абсолютно лампово выглядит. Да, это не гиперреализм, но это вообще круто. Классная рисовка. Ну, кстати, она напоминает не только Firewatch, но и Long Dark в какой-то степени. Опа, следы, смотри, следы. Может, мы еще что-то пропустили? Включаем режим детектива. I got footprints. Я нашел следы человеческие. Вау, какое открытие. Every day I run around the Ну, я не forest каждый день barefoot. бегаю по лесу босиком. Босиком? Yeah. Да. Я могу садиться, а почему эта функция раньше была недоступна? В доме я 100% не могла садиться. Стоп, F, окей. А следы все-таки куда идут? Дорога размыта, я не знаю, идти вот здесь вот окольными путями или пойти по основной дороге? Я бы вообще сходила и туда, и сюда. Скалы. Интересная рисовочка, да. Почему-то все равно хочется выйти на главную дорогу. Может быть, там будут какие-то предметы еще. Хотя, а почему shift не работает? О, я застряла! Я застряла на скалах! Я еще и прыгать могу. Короче, все функции, которыми я была обделена в доме, в парке присутствуют. Я могу и садиться, и прыгать. Какое-то здание, видимо, тот самый центр, о котором говорил нам напарник. Вот это похоже на тую. Знаешь, туя такая, такое растение, еще его новогодним считают. Похоже на ветки туи, которые очень сильно увеличены в размере. Но можно вернуться, в принципе. Хотя, вряд ли там что-то есть. Просто теперь я буду мучиться вопросом, на главной дороге мы могли что-то пропустить или нет. Но будем верить в то, что нет. Нужно верить в то, что мы ничего не пропустили, и все узнаем, нормально будет все. Так, Эшвуд Крик национальный парк. Центр, ну да, Эшвуд Крик, визитор-центр. Ой, что за хорек? Что ты за хорек такой милый? Знай дикую природу. Речная выдра. Североамериканская речная выдра.
Крупный план морды выдры. Обратите внимание на закругленные уши и густой водонепроницаемый мех. Выдра на бревне у кромки воды. Обычное поведение во время отдыха. А вы знали, что выдры могут закрывать уши и ноздри под водой и задерживать дыхание до 8 минут? Красиво. А вот эти ворота куда идут? Дикая природа здесь, и указатель показывает на эти ворота. Но здесь нужен ключ от ворот. Ключ от ворот. Ну, я так понимаю, то, что мы вернемся. А, я думала, это проход дальше. Получается, это просто здание какое-то административное. А что со мной? Я в приседе хожу все это время? Доложите о прибытии. I'm at the visitor center. Я в центре для посетителей. Ты нашел что-нибудь? Someone's been here recently. Кто-то был здесь недавно. Да, сюда многие Not a ходят. lot of people go here Ну, in не the так уж middle of много the людей night and ходят leave сюда the посреди lights on in ночи one и of the оставляют rooms. свет включенным в одной из комнат. Ты про служебное помещение? Оно обычно заперто. Подозрительно. То же самое можно прочитать про лисицу. Красная лисица. There's a map here. Здесь есть карта. У меня тут одна старая карта, дерьмово. Давай выясним, куда мог отправиться Харви. Рейнджеры сказали, что он все еще придерживался своих обычных маршрутов. Тропа у озера, смотровая площадка, место для пикника. Все это нужно проверить. Если он что-то оставил, это будет в хижине рейнджера. Есть идея Is получше. that all you got? Это все, что у тебя есть? Может, ты не заметил, но у нас не так много зацепок. Это начало, недолгая прогулка. Get going then. Ладно, тогда я пойду. I got a poster of the kid here. Тут лежат плакаты с этим парнишкой. Да, их меняют через день, надеясь, что кто-нибудь это It's заметит. strange being here for Странно Harvey быть while the здесь whole ради town Харви, still пока has весь them for город rallies. все еще ищет Элиота. Слушай, мне пришлось разделить ресурсы. Тебе просто не повезло. Ты все еще часть этого, ты не отстранен от дела. His parents Но я не говорил live two этого. blocks away. Его родители I живут в looked 2 them in the кварталах eyes от the меня. other day. Мне пришлось посмотреть им в глаза на днях. Да, я знаю, чувак. Я просто устал. Половина команды на одном кофе сидит. И на нас давят сверху, чтобы мы сократили поиски. Ну, ситуация ясна. 4 days is too soon to quit. 4 дня — это слишком рано, чтобы сдаваться. Скажи это парням, что спят в своих грузовиках. Скажи это его матери. Просто будь внимателен. Ты не знаешь, как все может быть связано. Да, мы тоже не знаем, как это может быть связано. Вот это зум! Почему игра мне не сообщает о своих таких вот продвинутых функциях? Я, оказывается, могу и фонарем пользоваться, и приседать, и прыгать могу. И могу офигенный зум использовать для того, чтобы рассмотреть текстуру этого кресла. М — использовать карту. Соответственно, карта на М, потому что map — это карта. Поэтому карту обычно в играх ставят на букву М. Цель — найти Харви. Приблизить карту. Ну, я по картам плохо разбираюсь. Лично я, не знаю, как ты. Поэтому я больше визуально запоминаю местность. Поэтому, если сильно надо будет, тогда мы свою карту откроем. Добро пожаловать в национальный парк Эшвуд-Крик. Он основан в 1951 году. В национальном парке Эшвуд-Крик вас ждут более 12 миль живописных троп, 3 охраняемых озера и бесчисленные возможности воссоединиться с природой. Неважно, пришли вы на дневную прогулку или в длительный поход, пожалуйста, помните. Не сходите с размеченных троп, уносите с собой то, что принесли, это важно. Не разводите костры вне от специально отведенных мест. К сожалению, люди этого не делают. Вот это пончик. Почему эта игра настолько красивая, настолько детализированная? Посмотри, офигеть. Что за красота? Так, я не хочу это читать. В туалет надо идти. На дорожку, как думаешь, надо сходить? The toilets here are Туалет здесь — something это else. нечто. А что ты делаешь в... Я даже не буду спрашивать. Можешь хотя бы немного оставаться профессионалом? Ну, по нужде зашел, в смысле. Как так? Что, в туалет уже нельзя сходить?
А это чей почище будет? Женский почище. Мужской совсем, конечно, проиграл эту битву. Опа. Опа. Чё сразу не сказали, что здесь есть зум? Так, ключик взять. Ключ от ворот. Так, ворота мы видели. Осмотреть. Фото рейнджера. Мне нравится тишина, которая приходит вместе с туманом. Харви Уотерс, март 1979. Харви тот, которого мы ищем. Пока что плохо запоминаю имена, поэтому... Если я говорю что-то не так, значит, я ошиблась. Осмотреть рация. А что осмотреть? Тут какие-то записи могут быть? $11. Это просто ценник? Добрый вечер, народ, и снова добро пожаловать на Эшутские разговоры. Здесь мы говорим обо всем и ни о чем. Одновременно. Я ваш ведущий Квентин Бакстер, вещаю для вас в прямом эфире из славного города Эшвуд-Крик. Прежде чем мы перейдем к нашим обычным шуточкам и байкам, я хочу на минутку отвлечься, народ. Если вы следите за новостями, то, вероятно, слышали о поисках юного... того самого. 14 лет отправился в Блэквуд в поход с родными, а теперь... Но никто не знает, куда он делся. Я знаю этот город. Я знаю, что мы проходили через трудные времена и дальше, и раньше. Но пропавший мальчик... От всей души выражаю признательность его семье, а также полицейским и парковым рейнджерам, которые днем и ночью прочесывают тропы. Все мы надеемся на хорошие новости. Итак, вернемся к тому, что у нас получается лучше всего в эшвудских разговорах. К странностям. И сегодняшняя тема — наш старый друг, парк и его леса. Ну, вы знаете, я люблю хорошие тайны, а холмы там, в парке. Ну, там истории хоть отбавляй, это уж точно. Некоторые говорят, что видели там движущиеся вещи. Вещи, которые не совсем животные и не совсем люди. Некоторые из вас, возможно, слышали о глазах в холмах. Это старая местная легенда, но в последнее время она снова на слуху. Говорят, что если ты там в лесу, особенно в лесах Эшвуда, иногда поздно ночью ты это чувствуешь. Что-то наблюдает за тобой, что-то прямо у тебя за спиной. Когда ты оборачиваешься, там ничего нет. Но это чувство, оно остается с тобой. Не, народ, я не говорю, что там в парке есть что-то сверхъестественное, но... Ну, вы знаете, как это бывает со старыми историями? Они откуда-то ведь берутся. Это было интересно послушать, но это было очень быстро. Приходится напрягаться. Big Hug Mug. Big — это большой. Hug — это объятие, а mug — это кружка. То есть mug — это синоним слова cup. Чашка, кружка и что-то такое. Игра слов интересная, прикольная. Запоминаем, мы ищем Харви, а пропавший мальчик — это Эллиот. Эллиот. Когда-нибудь я запомню имена. Но не прямо сейчас. Телефон подобрать. Зачем это делать, я не знаю, но это прикольно. Так. Как красиво. Почему же раньше я не знала об этом? Все, нам нужно гнать туда за ворота, туда, где начинается дикая природа. Медведь, кстати, прикольный. Все. Мы заходим в Эшвуд-Крик национальный парк. Надо было сказать по рации. Ворота в парк закрыты. Как мне пройти? Ключ внутри центра. Проверь служебное помещение. Это диалог, он, короче, протух, но все еще остался. Надо было, если игрок ключ берет раньше, чем проходит ворота, надо было отменить этот диалог. Но как есть. Так, 101,5 FM, точно, мы же с тобой этого не сделали. Как там рация? Это R? Нам нужен 101,5. А как точно понять, что у тебя 101,5? Это экстренная станция национального парка Эшвуд-Крик, предоставляющая актуальную инфу о состоянии парка и правила безопасности. В настоящее время погода в парке спокойная. Сегодня ночью ожидается понижение температуры.
Посетителям рекомендуется подготовиться к более холодным условиям, если они остаются здесь на ночь. Активность диких животных увеличилась в северных районах парка. В частности, участились случаи наблюдения черных медведей около какой-то тропы. Соблюдайте безопасное расстояние от диких животных и храните продукты в запирающихся шкафчиках. Риск возникновения пожара остается низким, но помните, разведение костров разрешено только в специально отведенных местах. Потушите все костры перед уходом с места. Разбивка лагеря в дни отведенных мест влечет за собой штраф. Короче, экстренная станция какая-то. Про медведей я хочу добавить. Вот здесь в сообщении сказали то, что видели нескольких медведей и храните еду в специальных шкафчиках. Так вот, если ты не знаешь, то медведи, они реально очень хорошо чувствуют запах еды, особенно если это касается всяких консервов, колбас, какого-то мяса, чего-то такого вкусно пахнущего. И насколько я знаю, они могут, например, даже учуять запах сгущенки, который они очень любят, которая буквально запаяна вот в этой железной жестяной банке. То есть каким-то образом они знают, что она там, и захотят эту банку прогрызть. То есть, и вот эти предупреждения все по поводу того, что еду нужно хранить в этих контейнерах, это очень классно и правильно. Потому что медведи часто выходят на туристов тогда, когда они нюхают именно такие всякие привлекательные для себя запахи. То есть с едой нужно быть поосторожнее в этом плане. Так что вот. Кстати, почему фонарик мы не включаем? Это и есть наша база, да, это и есть центр, мы его обойдем. Ну, здесь разработчик нам закрыл прям путь. Все, значит, нам вот в ту сторону. Это нам не кажется чем-то странным? Это что, Мишка? Фигурка Мишки. Вернуть на место. А что, мусорки? Чисто. Как так чисто? Гранитная тропа. Перевод есть. Гранитная тропа. Ну, я так и сказала. Красота. Поисковая группа, должно быть, очень далеко зашла. Я теперь их даже не слышу. Там больше помех, чем голосов. Можешь переключить канал и узнать, что там происходит? Ладно. Это детектив полиции Итан Коллинз, проверяя ситуацию с поисками. Это Люк Дженкинс, руководитель лагеря скаутов Эшвуд. Обновление статуса. Мы все еще прикрываем 4-й сектор. Это труднопроходимая местность, сэр. Нашли какие-то следы раньше, но след оборвался у ручья. Дождь нам не помог. Понятно. Коллинз, что ты здесь делаешь? Расследую исчезновение Харви. Понятно, я говорил с ним вчера. Он был не в себе, сорвался на меня ни за что. Продолжил писать в этом блокноте. Странно. Я знаю Харви уже давно, но такого никогда не было. Я подумал, что ему нужно просто побыть одному, знаешь? Не вини себя, Люк, сосредоточься на поисках. Сообщи шефу, когда вернешься в лагерь. Меня на этом канале не... Вас понял. Прием. Типа, меня на этом канале быть не должно или что-то такое. Я просто, знаешь, нахожусь в новой для себя местности, и я не понимаю, во время диалога нужно продвигаться дальше? Или во время диалога нужно стоять на месте, а потом уже исследовать окрестности? Не знаю, что-то два пути. Наверх и не наверх. Давай посмотрим сверху вниз. Что там как? Ну просто одно и то же получается. Вдруг мы найдем что-то? Ну, то есть, пока что, единственное странное, что мы видели, это следы босых ног. Непонятно, у нас главный герой не прокомментировал, похоже ли это на детско-подростковые следы, либо это следы взрослого человека. Так, я упала со скалы. Ну, что было ожидаемо, в принципе. Типа здесь улик никаких нет, ничего я не пропустила. Просто я могла пройти вот тут. Ну да, что-то пусто. Могла пройти под скалой, могла пройти сверху. О, прикольно.
На самом деле в лесу реально встречаются такие деревья полые внутри. У. А это что? Какой-то лодочный круиз. Нарисован бобер. Лодочные экскурсии туда. Какую-то историю, получается. Добро пожаловать на гранитный хребет. Наследие природного чуда. Гранитный хребет – это свидетельство долгой истории национального парка Эшвуд-Крик. Этот великолепный хребет, сформированный миллионы лет назад в результате геологических процессов, несет на себе отпечатки времени, а его прочные гранитные образования выдержали испытания веками. Священные земли. Когда-то коренные племена считали гранитный хребет священной землей, почитая его суровый ландшафт и богатые ресурсы. Древние артефакты и петроглифы, обнаруженные в этом районе, свидетельствуют о глубокой истории и значении, которое он имел для этих культур. Лодочная, лагерь Блэквуд, гранитная тропа. То есть мне идти вообще во все места? Типа у меня нет конкретной цели. Я тогда пойду к лодкам, потому что два других пути находятся вместе. Как будто бы здесь какая-то прямо грязь с водой. Но вроде зацепок никаких нет. Фонарь. Кто вот его зажег? Кто врубил фонарь? Лодочные круизы. Это что? Лодочные туры по Эшвуд-Крик, исследуйте озеро Мисти. Экскурсии с гидом проводит рейнджер парка Харви Уотерс. Туманное... Что там смотрим? Туманное озеро, гранитный хребет, местную дикую природу с воды. Ладно, как-нибудь... Как-нибудь надо вот в лодочный тур попасть. Я у лодочного домика. Пол весь грязный. Тут следы грязи и выглядят свежими. Насколько свежие? Можешь поближе рассмотреть? Они все еще влажные, выглядят немного беспорядочно, будто кто-то спотыкался здесь. Думаешь, может быть, Харви? Может быть, они ведут в комнату персонала. Ну дай знать, если пойдешь по ним. Комната персонала, действительно, следы заходят сюда. Давай по ним сначала пойдем, только без фонарика. Как будто в окно вылез кто-то. Смотри. Хоп-хоп. Я пошел по следам, и они идут прямо к окну. Оно приоткрыто и немного грязи на раме. Возможно, так кто-то и проник внутрь. Как проник внутрь, если следы направлены, они... Нет, направление-то их, видишь? Он же не мог идти по-другому. Направление именно сюда. Я профукала ответ? На ответ дается какое-то время? Ну, в общем, не похоже, что кто-то проник именно так. Хотя, если здесь грязь... Не, ну, что-то как-то не сходится. Нашел куртку Харви, а он определенно был здесь. Все покрыто грязью. Что там за грязь? Похоже, он искупался в болоте. Но может быть и так. В озере так не испачкаешься. И на несчастный случай-то не похоже. Что ты имеешь в виду? Похоже, он что-то искал. В грязи? Типа в грязи что-то искал? Я нашел пару семейных фото. Ты уже посмотрел файл? Да, вот он. Отец, кажется, был музыкантом, а мать работала где могла. Они много путешествовали и в конце концов обосновались здесь. У него есть брат и 3 сестры. Живет с женой и дочерьми в городе. Думаю, на фото и есть его брат. Чё-то он там хочет покопаться. Где тут на фото его брат, непонятно. Может быть, имеется в виду та фотка, которую мы в машине видели? Харви Уотерс. Опа, рация сломана. Его рация сломана, вся в грязи. Да что, почему я говорю в грязи? Вся в грязи, задняя часть разбита. Неудивительно, что поисковая группа его не нашла. Она издает странный звук. Как будто шипит. Может быть, это просто помехи? Честно говоря, я даже удивлен, что у нас есть прием.
Особенно учитывая, что электроника в парке последнее время Might have сходит had с much ума. luck calling for help. Наверное, не очень повезло с вызовом помощи. И причем, да, она разобрана, но все еще шипит. Лампа. Got an old acoustic guitar Тут в here углу in the старая corner. акустическая гитара. Peace, love. Мир, Looks pretty hippie. любовь выглядит довольно по-хиповски. Харви слишком стар для детей Yeah, цветов, that's не what I так ли? thought. Да, я Much тоже так sticks out. подумал, но это, конечно, бросается в глаза. Бросается в глаза, но это точно его вещь? Может быть, кто-то из посетителей просто оставил, а он, как рейнджер, как работник, принес ее сюда и все? There seems to be plenty of boats. Тут много Do лодок. people boat on the lake here? Люди катаются на лодках по озеру. Не без гида. Харви, насколько я знаю, проводит эти экскурсионные кризы. Возит посетителей по Туманному озеру, рассказывает истории. Новый предмет — весло. А мы поплывем, что ли? Это что-то шипит, и все. Как на ребенка надеть жилет? Так. Мы что, реально будем плавать? А если я что-нибудь найду вот тут вот? Непонятно, зачем мне весло? Так, прыгнуть не могу. Взаимодействие, может, какое-нибудь есть. Утопиться тоже не могу. До того, как ты сядешь, короче, на лодку, тебе нужно одеть вот этот вот жакет. Ну, что-то уже пути. Yes, Rob. You Да, asked me Роб, a minute ago. ты же минуту назад меня спрашивал. На станции так поздно, ни с кем и не поговоришь. This place. Как тебе этот парк? No. Это место, Makes you feel like знаешь, the trees are будто watching. деревья за тобой следят. Это у них шутки такие или нет? Короче, он взял весло, но он его никуда не применяет, и вряд ли мы куда-то будем плыть. Это что такое? Так это улика, получается? You got something here, Rob. Кое-что нашел, Роб. Похоже, это ботинок у воды. Too small to be Но он Harvey. слишком маленький для Харви. Ботинок в каком состоянии? Muddy, waterlogged. Грязный, промокший, и он пролежал тут какое-то время. У Элиота были кроссовки, верно? Как они выглядят? It's a sneaker, all right. Ну это кроссовок точно, он довольно маленький, но может быть его размер. Brands, Марка Deluxe Stars. Deluxe Stars. Just Местоположение? below the boathouse. Прямо под Near the лодочным water домиком line. у самой воды. Tracks end here, Правда, though. следы здесь обрываются. Как он оказался в воде? It's a bit muddy. Немного он грязный. Окно внутри лодочного домика тоже грязное. Думаешь, кто-то выбросил из окна? Может быть. А потом его вынесло обратно на берег. Типа что? Great. My shoes are soaking wet. Отлично, мои ботинки промокли насквозь. Кому приходит в голову? Ну хотя подожди. Здесь у нас кто-то вылез и выкинул ботинок. Но пока что в моей голове ничего не складывается. Но интересно, это что? Потонула маленькая лодка или это у вас нормально? От лодочной станции, если пройти вот сюда, вот там вот у нас кроссовок. Здесь что-то есть. Осторожно, нестабильная поверхность. И что-то тут булькает. Тут, наверное, эти грязевые ванны надо принимать. Смотри, грязь шевелится. Во. Якорь даже потонул. Так, я немножко передохнула, попила водички. Скорость диалогов достаточно высокая, и не просто их читать. Не просто очень быстро так вот на это все реагировать. Мы, значит, лодочную осмотрели. Я вернулась вот сюда к указателю. Гранитная тропа и лагерь Блэквуд. Идем теперь в эту сторону. А вот в бачок нет смысла заходить. Так, а фонарик? Нам нужен фонарик? Или нет? Вороны каркают.
Не пойму, это как бы ночь, но как бы нет. А вот здесь можно пройти? С присесть. А, может быть, это единственный путь? Я гляну сейчас. Никаких подозрительных следов. Ага, рация. There's a fallen tree in the На way. пути упавшее дерево. Climb over it, jeez. Просто перелезть через него, господи. Не могу, не через это, оно слишком большое. Work on yourself, man. Тебе нужно поработать над собой, чувак. Пошел ты, я найду другую тропу. Поняли? С присесть. Ну, раз есть замечательная функция присесть, почему бы нет? Так мы и присядем, получается. Да, красотища, конечно. Ой, прямо в грязь. Главное, что не лицом. А куда? Куда? В какую сторону идти? Footprints in the mud. Следы в грязи. The ones in the boathouse. Похожи на те, что были в лодочном домике. Да, выглядят примерно так же. Выглядят свежими, грязь еще не высохла. Но эти отпечатки глубже, чем большинство. Похоже, тот, кто их оставил, был в ботинках, а не в обычной обуви. Ботинки рейнджера, и мы нашли такие же следы в комнате Харви. Похоже, мы идем по его следу. Не поняла, он типа имеет в виду, что он переодел обувь или как? А что с водой? А, у нее на поверхности какая-то пленка, и она двигается. Так, шифтуем в сторону следов. Хотя... Они как бы все закончились. И чё? Нам на скалу, что ли, лезть? Или как? Стоп, я что-то не поняла. Вот сейчас вообще мне непонятно, что делать. Как может оставаться кучка следов, а потом резко обрываться? Типа вот. Вот так вот иди. И ок. Надо посмотреть наверх. Посмотреть на дерево. На скалу. Подпрыгнуть. Зайти в воду. Пролезть. Нет. Так, С. Еще следы я не вижу. Идти под скалу. Ну, другого пути нет. Сюда надо С присесть. Сначала схожу в эту сторону. Я нашел часть указателя. Она лежит в грязи. Наблюдательный пункт стража. Ясно. Ты на старой тропе. Видимо, никто не потрудился убрать указатели. Надо было просто перелезть через дерево. Про то, которое загородило дорогу. Здесь тупичок, да? Ну, я думаю, что мы можем пролезть вот тут. Ну да. Алло? Нет, только не медведь. Ну ты слышишь эту музыку, да? Это что такое наскальная живопись древних времен? Я нашел какие-то рисунки на деревьях, но они по меньшей мере странные, особенно анархия. Похоже на какие-то древние символы или что-то в этом роде. Ага, а есть куча малолетних хулиганов, которые творят такое дерьмо. Думаю, на данный момент их полностью из парка изгнали. Хотя им... не знаю, что. За тобой следят, и глаз нарисован. Ну да, вот это, он говорит, древние какие-то следы. Вот это, наверное, древние следы, да? Но это, я считаю, что это более современная наскальная живопись. Что за музыка?
Блин, я и сюда могу пройти, и туда обратно. Вот там что-то есть. Может быть, я попаду отсюда в тот закуток? Нет, мне кусты мешают. А почему мне не дают пройти? Я вернусь, короче, назад тогда. Но вот здесь за кустами что-то есть. Это как будто бы, знаешь, как будто бы... Вот фигурка медведя и как будто бы какая-то каска. Мне кажется, что это каска. А рядом что-то вроде этой пилы. Так, если я вернусь вот сюда и обойду здесь. А, не. Ну, просто похоже на то, что игра нам не дает сильно развилок. Мы как бы просто идем прямо. Что-то как попасть к этой желтой каске, я так и не знаю. Может быть, попытаться, но она вот здесь вот лежит, вот в той стороне. Везде все закрыто, обходного пути нет. В кусты я могу пройти? О, пошла нафиг, матушка природа! Ну, все-таки, получается, мы каску никогда не посмотрим, да? Это было такое, знаешь, для самых внимательных. Sea Words Corporation. Закрыто? А что это? Forest Service. Shed. Shed переводится как служебное помещение. Типа как... Забыла. Не гараж, а это... Ой, забыла, короче, shed. Здесь... Да, сарай, да. Здесь небольшой сарай. Ты на месте для пикника, да? Я вижу тебя на карте. Место для пикника? Ну, просто местечко посидеть. Довольно мило. Цветочки. Ой, мне нравится место для пикника. Кто-то был на месте для пикника сегодня ночью. Похоже, они даже собирались остаться на ночь. Что? Наверняка опять те же подростки. А ничего, что наша дочь собиралась туда? Учитывая недавние события, кому захочется ночевать здесь? Думаю, этим парням просто стало гораздо интереснее ночевать там. Но у них там горит огонь и все такое. Думаешь, Харви мог пойти за ними? Ну, может быть, будь начеку. Они оставили здесь бумбокс. Как мило. Отлично, я слышал, здешняя живность очень любит панк-музыку. Я опять могу собрать кассетку или нет? Певцо, а ты уже сегодня пил. Какой открыть? Так и запишем. Напился на задание. Давай и в костер ее бросим. X. Вот так вот. Разжечь огонь, нужны спички. Не, я не против. Мы тут просто устраиваем свой личный пикник, получается. Радио я не хочу. Спички бы найти. Тут валяются банки из-под газировки. Ну, можешь одну взять. Судя по всему, ночь будет долгой. Взять, открыть, выпить. Нам понадобится лесной туалет какой-нибудь. Короче, он пьет 3 глотка и все. Никакого огня, значит, не разводить и никакого курения здесь не курить. А банки бросать на пол можно. Кто-то оставил свой рюкзак здесь. Похоже, они ушли в спешке. Просто так рюкзак не бросают. Мне оставить его здесь? Ну, пока ты не найдешь Харви, да. А можно его открыть, пошарить? Просто, понимаешь, меня не покидает вот эта вот мысль, то, что в записке его дочери, которая лежала на кровати у нее, там было написано, что она с каким-то чуваком и со своей подругой собираются в этот парк. Просто это может быть все связано. И несмотря на то, что даже если бы мы, скажу по-другому, даже если бы мы запретили ей идти, не факт, что она бы не пошла.
Нас-то все равно дома нет. Got a can of Я Dr. нашел Almond. банку доктор Миндаль. Heard that in a while. Давно такого не слышал. На вкус, как сироп от кашля и марципан. Это реально странный вкус. Я думал, их перестали производить. That's what I Да, я тоже так думал. Осмотреть. Банка газировки. Доктор Миндаль. Короче, что-то вонючее на любителя специфическое. А вот такой же рюкзак, как был у того рейнджера в машине, который заплесневелый. Совпадение или нет, но он очень похож. А как они предлагают мне разжечь костер, и мне дают функцию разжигания костра, при этом не дают спички? Допустим, Tab... Нет, Q. Инструменты, инвентарь. Ключ от ворот, весло. Кассета, ключ от машины Харви, четвертак. Ясно. Ну, спички могут быть здесь. Взять. Не, мы уже напились, я считаю. Певца выпили. Газировки выпили. Нужны спички. Может, я найду их где-нибудь здесь и как бы окей. Гранитная тропа и лагерь Блэквуд. Похоже, что дорога закрыта. Сейчас прошарим. Тропа закрыта. Oh my God, what is this? О боже, что это? Что вдруг заставило тебя поверить в Бога? Эта штука называется заблокированной тропой. Заблокирована? Как? На главной тропе завал из камней. Некоторые деревья тоже упали. Оползень? Черт, ну похоже на это. Оползень или поползень? Оползень это оползень, а поползень это птица такая. Идем по кустам и упираемся, да, в текстуру. Тропа сильно заросла. Вся в кустах. Есть идея, как пройти? Слушай, твоя должность полицейский детектив. Ты должен пройти через пару кустов. Ну, найди что-нибудь, чтобы расчистить тропу. То есть, все-таки нам нужно будет сюда идти. То есть, по логике разработчика, мы пройдем сначала вот в ту сторону, возьмем там спички для костра. Наверное. А может быть, мы откроем сарай. И там возьмем спички для костра. А может быть, мы пройдем в сарай через окно? Короче, мне кажется, мы вернемся к этим кустам, порубим их каким-нибудь мачете и все. Здесь, смотри-ка, что? Бензин, доместос и... Я не знаю, нам надо это или нет. Спичек тоже не видно. Я пойду в ту сторону, которая открыта. Вот сюда. Это знак безопасности дикой природы повидал лучшие дни. Он весь исписан. Но это странно. Это как змея, поедающая свой хвост. Видел что-нибудь подобное раньше? Змея, поедающая свой хвост, это же Ураборос, верно? Это из мифологии. Наверное, просто подростки балуются. Надпись выглядит немного блекло, и это сделано не прошлой ночью. Все равно это не значит, что стоит волноваться. Дети любят баловаться всякими символами. Ты же видел эти странные истории про поклонение дьяволу в газетах? Наверное, какой-то способ напугать людей. Но почему здесь? Это не какой-то придорожный щит. Хороший вопрос. Почему именно здесь? Может быть, потому что здесь их никто не видит? Это действительно значок Урабороса. Кто вдруг не знает, что это такое, кто это такой, то погуглите это дело. Ну и здесь, конечно же, все закрыто. А где мне все-таки взять спички? Это не то же самое место? Это похоже на то самое дерево. Ну тогда облом получается. Мне спичек не дали, и мне не дали то, чем можно расчистить себе тропу. Вот такой вот я детектив непутевый. Разжечь огонь. Может мне взять вот эту палку? А вот это странно. Какого черта? Что такое? Бумбокс на столе теперь стоит на другой частоте. Ты хочешь сказать, что он сам поменял частоту? Что там играет? Ты слышишь что-нибудь? Не особо. Искаженно.
Эй, у тебя же есть то маленькое радио. Попробуй настроиться на ту частоту, чтобы очистить звук. You mean my radio? Мое радио? Да, попробуй. Настройся на ту же частоту, что и на бумбоксе. Это звучит реально странно. Ам, у нас, смотри, там 104, что ли, или 102? 104 или 102? Помнишь? I just tuned into the frequency. Я только что настроился на частоту. И что ты I don't услышал? know. Some Я не bullshit. знаю, какая-то чушь. Weird sounds. Странные звуки. Alright, that's odd. Ладно, это странно. Может быть, помехи или кто-то балуется с открытой частотой. Anything else? Что-нибудь еще? No, just a whole load of Нет, nothing просто and a ничего и boombox that бумбокс, shouldn't be который working. не должен работать. Ладно, запишу это. Наверное, просто какая-то ерунда. Уставший мозг начинает заполнять Right. пробелы. Ясно? Нам по радио сказали, помнишь? И открыли вот эту вот тему. Ну, с хлоркой, которая. О, вот это мое. Это теперь мое. Один использовать топорик. Очень хорошее, очень понятное управление. Так. Что там, блич? Короче, отбеливатель. Газолин, ВД-40 и что-то еще. Но, видимо, мы здесь были только для топора. А спичек мне не дадут? Все-таки, не, ну спички вообще должны быть везде. Один использовать топорик. Ну, видать, не судьба разжечь костер. Дорога закрыта, а здесь тупичок. Все, я иду безжалостно рубить кусты. Хотя, не, ну может там спички какие-то будут? Просто смотри, логика-то обычная. Если тебе игра дает какое-то место для взаимодействия, то предмет тоже должен быть где-то неподалеку. Либо мы зайдем в какой-нибудь тупик, там что-то возьмем и вернемся туда. А все-таки, ну, понимаешь, приходит такая мысль, если игра называется Radio Light, радио свет, то явно здесь что-то завязано на радио. Но как это работает, не понимаю. Замахнуться один убрать. Давай с фонариком все-таки походим. What? Что я только что? А что только что было? Я смотрела не в экран, а куда-то в другое место. Я не увидела что-то, что должна была увидеть. Так, ну я на монтаже, конечно, посмотрю, что он там такое увидел. Может быть, какой-то силуэт или какое-то животное. Так, похоже на тупик. Ну что за красивая рисовка? Здесь тоже тупик. Значит, мы переходим реку или как? Цветочки, цветочки. Так, река. Может быть, здесь следы найдем? Что? Был какой-то звук. А это что такое? А, в смысле? То ли какой-то лось, то ли какой-то медведь. Какой-то звук я слышу. Так, а указатель говорит, что это смотровая Сентинел, домик рейнджера, лагерь Блэквуд. А нам на смотровую, получается?
Это смотровая? View is clear from here. Отсюда все видно. Miles of Просто trees. мили деревьев до самого горизонта. This place. Знаешь, это место меня пугало в The детстве. park. Парк? Да. Bears. Ни медведи, ни темнота и ни что-то в этом роде. Просто тишина, понимаешь? Yeah, Да, like I said. как я и сказал. Trees are Будто watching. деревья следят за мной. Будто оно знало что-то. Слушай, я знаю, что эти поиски сект достали. Но ты снова был не в себе в последнее время. Не начинай. Нет, просто говорю. Если ты хочешь поговорить, я здесь. Thanks, Rob. Спасибо, Роб. Главный герой был не в себе последнее время. Почему? Именно из-за пропажи мальчика? Или по причине развода? Кабина рейнджера, болото Мисси. Ну, капец, мне дают много развилок. Давай на болото. В любом случае, если мы что-то сделаем не так, то есть не так, как задумывает игра, то она нас вернет, я думаю. Залезь. Что? А, ты не хочешь это обсудить? Да, он хочет. Здесь перчатка. Your hands cold. Чё, руки замерзли? Да не особо. Она кожаная, с узором. Выглядит недешево. Турист? Сомневаюсь. Осмотреть. Ну да, кстати, она выглядит как вот видавшие времена, но какая-то, знаешь, она будто бы сделана на заказ с каким-то тиснением. Как будто бы специально для кого-то. Это странно, нет? А, придется рубить себе тропу на болото. Чик-чик-чик. Чё, проход вниз и проход вперед? Это болото, что ли? Лодочный круиз. А, я, получается, сделала срез? Прикинь, мы пришли в лодочный круиз. Так, я, короче, возвращаюсь обратно. Ну, просто иду, думаю, сейчас добегу до того места, до какого-нибудь указателя. И смотри, что я вижу. Это, наверное, рассчитано на то, что когда человек действительно пойдет обратно, вот так же, как я, только тогда он увидит это. Это вообще как? Кто-то специально так закинул или что? Got a backpack here. Тут рюкзак. Он застрял в ветках дерева. Backpack? What's it look like? Рюкзак? Как он выглядит? Ripped. Выглядит немного порванным, свисает с ветки. Ну, может, если найдешь способ дотянуться, сможешь его снять. Нам нужно весло? Или это лопата нарисована? Нажимать. А, вот зачем весло нам надо было. I got the backpack down. Я снял рюкзак. Couple of badges on it. Пара Boy значков Scouts. на нем, бойскаутских. Серьезно? Это может быть Элиота? Not sure. Не, не уверен. Definitely out of Но он place, определенно не на своем месте. Inside? Что-нибудь внутри? Flashlight. Фонарик? Он не работает. Mostly ruined. Карта почти It says уничтожена. meet me here. Там написано «Встреть меня здесь», и смотровая площадка обведена. Name, no Кто с date. кем встречается? Ни имени, ни даты. Выглядит странно. Ну, то есть... Ага. Обведено какое-то место встречи. Как говорит наш главный герой, да, вот meet me here. То есть встретимся здесь, встреть меня здесь. И... как тыкнуть на этот, на фонарь? Просто обычный фонарь. Я дошла до смотровой площадки. Мы пытались идти вот в это, в болото Мисси. А оказывается, что мы там уже были. Короче, рейнджер кэбин, домик рейнджера. Это вот в эту сторону.
И на фоне я опять слышала кого-то. То ли лося, то ли медведя, не знаю даже. Домик рейнджера. I hear like Я слышу какой-то странный звук. Какой звук? I think someone's chopping wood Думаю, here. здесь кто-то рубит дрова. Ты хочешь сказать, что кто-то рубит дрова посреди ночи? Ты вообще где? Just below the lookout. Я прямо под смотровой. Stop now. Но думаю, это теперь прекратилось. Чё за фигня? Смотровая, запоминаем, гранитная тропа и рейнджера домик. Пока они говорили, действительно отдаленно был какой-то звук, как будто бы кто-то топором орудует. Так, опять разделяется. Хотя и гранитная, и... домик рейнджера, может, здесь? Я пойду сначала сюда. И, кстати говоря, скоро первую серию надо заканчивать. Такая завязочка неплохая у нас получается. Заинтересовала меня эта история, что там в конце будет. Как все это будет подаваться? Что? I've got blood. У меня тут кровь. Воу. Что? There's a rock covered in Здесь blood. камень весь в крови. Выглядит довольно свежо, частично уже подсохло. Черт, ты уверен, что это Yeah, кровь? positive. Да, точно. Но может быть животное? Точно сказать не могу. Where are you right now? Где ты сейчас? Just outside the cabin. Прямо за хижиной. Принято. Нужно отправить тебе подмогу. Again. Кого позовешь? Все в поисковой группе. Черт. Try something. Я попробую I'll что-нибудь. stay here and look for more Я clues. останусь здесь и поищу еще улики. Отметь место на карте, если сможешь. А на этом моменте я должна вставить пару слов. В общем, когда я записывала игру, я решила, что на этом моменте будет разделение на первую и вторую серию. Но когда я начала записывать вторую серию, я поняла, что она слишком длинная, а первая слишком короткая. И хотелось бы это дело немножко уравновесить. Поэтому сейчас серия продолжится, и я обрежу ее в каком-нибудь другом подходящем месте. Да. Как он точно понял, что это кровь, я не знаю. Потому что графика как бы вот специфичная. Вообще для того, чтобы быстро и вот в таких вот в лесных полевых условиях определить кровь перед тобой или какая-то искусно смешанная краска, кетчуп, или это какое-то там вино, хотя кровь с вином скорее можно перепутать, если она впиталась в ткань, то просто берешь, капаешь немножечко перекиси водорода на какой-нибудь уголок, естественно, не уничтожая весь образец. И если эта субстанция начнет пениться, то есть будут выделяться пузырьки водорода, то с огромной вероятностью перед тобой именно кровь, а не краска. Ну а если перед тобой, например, какое-нибудь более-менее свежее пятно, которое еще не успело застареть, которое не успело, засохнуть, и ты хочешь по-быстренькому определить, кровь это или нет, то можно взять немножко жидкой части этой субстанции, о которой мы говорим, которой мы предполагаем, что это кровь, и использовать древний метод, посмотреть, насколько быстро эта субстанция будет сворачиваться, потому что кровь имеет свойство сворачиваться и образовывать сгустки. Если это какая-то фигня типа краски или кетчупа, или чего-то еще киношного, например, киношная кровь же бывает, то они, конечно, не будут образовывать сгустки и не будет сворачиваться так, как настоящая кровь. Вообще, в случае того, что наш полицай нашел вот такое вот пятно, похожее как бы на кровь, он вообще хочет отличить кровь человека от животного, как мы поняли в прошлом диалоге. Но чтобы отличить кровь человека от животного, здесь, конечно, потребуются особые лабораторные тесты, то есть он не может на месте это сделать. Вот. Интересно, мы, кстати, сейчас идем дальше. Интересно то, что вообще изначально тот человек, который придумал ДНК-тесты, он никак не был связан с криминалистикой, он просто что-то там работал, я уже не помню где, не помню кем, но, короче, он занимался какой-то там научной, то ли врачебной деятельностью. Не врачебной, по-моему, какой-то околонаучной. И просто в какой-то момент к нему обратились полицейские, вот эти вот начальники полицейских, не знаю, как там эту должность правильно называть, и говорят, типа, давай-ка ты свое ДНК применишь к нашим расследованиям, а то мы тут запутались совсем и не можем понять, что тут происходит. То есть отличить кровь мужчины от женщины, например.
и так далее и тому подобное. Кровь человека от крови животного. Собственно, так вот дело и пошло, и поэтому теперь повсеместно используются ДНК-тесты. Мы куда-то пришли. Кофейная кружка вернуть на место. Оп. I'm at the cabin. Я у хижины, но дверь заперта. Went inside. Видишь кого-нибудь внутри? Someone's just been here. Похоже, кто-то здесь был только что, из трубы идет дым. Харви? Why would Harvey leave the Почему place Харви like this? оставил все в таком виде? Hear anyone. Я пытался связаться с Картером, но никто не отвечает. What do you mean nothing? Что You're значит telling me no ничего? one's on Ты хочешь comms? сказать, никто не на связи? Hear anyone. Я никого не слышал. Поисковая группа уже должна быть в лагере. Как? А что такое? Let me try. Да, я Search попробую. party. Поисковая Police группа — это investigator детектив Ethan полиции Collins. Итан Коллинз. Come in. Прием. Anyone out there? Кто-нибудь ответьте? Luke Jenkins? Люк Officer Дженкинс, Carter? офицер Картер. Nothing. Ничего. Dead air. Тишина. Isn't normal. They Не, это ненормально. Они всегда отзваниваются каждый час. Да, нифига не Gotta go нормально. inside to investigate. Нужно попасть внутрь, чтобы все осмотреть. spare key somewhere. Запасной ключ должен быть где-то здесь. Найти его будет непросто. Where's the key? Да где ключ? Look for a stone with red Ищи mark. камень с красной меткой. То есть наш напарник вообще все знает об этом парке. Камень с красной меткой, найти его будет непросто. Что? Звук как будто что-то молотит. А, это Генчик. They got the generator going Они и as well. генератор завели. Like they know their Очевидно, они хорошо знают этот домик. А у меня, знаешь, у меня в ухе был такой звук, как будто бы какой-то вертолет пролетает. Я уже такая хотела наверх смотреть, потом заметила Генчик. Итак, нам нужен камень с красной отметкой. Хотя, может быть, быстрее красной отметки мы найдем просто взаимодействие? Мне надо искать около хижины или прям совсем рядом с ней? Ну, типа в каком радиусе, непонятно. В цветке это было бы банально. Так, ну что, прошло уже 20 часов, наступил следующий день. Я успела посидеть, обойти всю округу, покапать глаза, потому что с самого утра у меня глаза сегодня какие-то уставшие, как будто плохо спала. И, короче, прямо недалеко от домика супер незаметный такой лежит камушек. Его прям, понимаешь, вот прям всматриваться надо, чтобы увидеть. У меня внимательность, как обычно. И, кстати, да, пока я ходила, я догадалась, что можно фонарь включить. Все, ключ у нас. Ключ от хижины. Сейчас посмотрим, что там такое. Так, фонарь вырубаем. Прочесть дневник рейнджера. О, новая фигурка, только этот. Олень. Это оленьи рога? Ну, похоже на оленя. А, олень написано. Осмотреть рацию. Это тоже, короче, рация за $11. Осмотреть это... Сигаретки лошадка называются. Во, вот такую каску мы с тобой хотели в другом месте взять за кустами. О. Осмотреть, ну какие-то скауты, да? Кто-то уже все поджег. Карты? Только не говорите, что Таро. Журнал рейнджера. Рабочий отчет. 85-й год. Имя Том Блейк. Утренняя смена. Проверил периметр озера Мисти. Некоторые туристы остались на ночь. Очистил от мусора главную тропу, ведущую к гранитному хребту. Еще один черный медведь замечен у входа в пещеру. Предупредил ближайших туристов и поставил таблички с предупреждением. Дневная смена. Плановая проверка Пилли Лодж. Все в порядке, но необходим небольшой ремонт в домиках. Заметил странные помехи по рации, пока разговаривал со штабом. Может быть, это из-за вчерашней грозы? Так, и на следующий день. Имя Сьюзан Гринни. Утренняя смена. Провел инструктаж по технике безопасности для новых рейнджеров. Патрулировал нижние тропы гранитного хребта. Никаких инцидентов. Обнаружены остатки старого костра вблизи зоны ВХ. Все убрано, поставил таблички «Костры запрещены». Встретился с местными экспертами по дикой природе. Рассказал им о недавно замеченных медведях. Сообщил о поваленном дереве, блокирующем главную дорогу возле въезда.
Бригада запланировала уборку на завтра. Наблюдается повышенная туристическая активность в районе озера Мисти. Это где грязевые ванны принимают. Просьба провести дополнительную проверку тропы завтра. Майкл Хоппер. Обычный патруль по тропе Мисти. Ничего необычного. Заметил странные надписи на деревьях возле южной тропы. Возможно, это какие-то шутники. По прогнозу погоды, сегодня ночью возможны грозы. Посоветовал туристам подготовиться. Имя Харви Уотерс. Это не тот ли, которого мы ищем? Это 26 число. 26 число 8 месяца. Убрал поваленные ветки вдоль тропы гранитного хребта. Помог туристам, которые искали начало тропы к старой сторожевой башне. Посоветовал не сходить с маршрута. Нашел место для костра возле ручья, не отмеченное на карте. Оставил записку с предупреждением. Сегодня радиопомехи были минимальными. Заметил оленя возле воды. Давно такого не было. Харви Уотерс. Снова заметил частые помехи в районе Уисперинг Холлоус. Сегодня необычно низкая активность диких животных. Во время патруля услышал смех в глубине леса. Возможно, это были туристы. В архиве ничего нет. И следующим числом пишет Том Блейк. Помог заблудившемуся туристу вернуться в информационный центр. Выдал ему новую карту и дал советы по безопасности. Заметил надписи на камнях возле входа. Посетил Пилли Лодж. Проблем не обнаружено. Майкл Хоппер. Бойскауты попросили помощи с наставничеством. Совершили короткую экскурсию с одной из команд. Нашел странные следы возле карьера Фостер. Сегодня ночью ветер спокойный. Компас сходит с ума возле некоторых участков. Следующая Харви У. Наступила жара. Пошел в поход с бойскаутами в лагерь Блэквуд. Сегодня было трудно дышать. Этот лес кажется живым, но в плохом смысле. Когда я не смотрю, тени двигаются. Он был там. Мы не смогли его найти. Я не помню, как я ушел. Харви Уотерс. Мой фонарик начинает мигать, когда я приближаюсь к обрыву. Это раздражает. Я не помню, как уходил. Снова подростки. Они убежали, когда я их позвал. Те же лица. Все еще 13. Дверь в домик была заперта, но я ее оставлял открытой. Клянусь, я видел, как тени двигались. Они исчезают, когда я свечу на них фонариком. Харви У. Рабочие убрали остатки поваленных деревьев. В лесу как-то неестественно тихо. Сегодня почти нет ветра, животных не видно. Присел, чтобы написать это. Тени стали еще ближе. Забрел глубже в лес. Клянусь, сегодня ночью было 2 луны. Я снова чувствовал его дыхание. Харви Уотерс. Огонь. Смотри в огонь. Я нашел журнал рейнджера в хижине. Большинство записей сначала кажутся обыденными. Обслуживание троп, отчеты о дикой природе. Но они становятся все страннее, особенно записи Харви, начиная со дня исчезновения Эллиота. При любом... Боже. Давай, черт подери. Надо выйти. Should go outside. Какого черта? Эшвуд Крик Рейнджер Тим. Чего? 91? С крестом на стене. Это что? Типа все прогорело? 91? Какого черта? Что? Да тут... Ты можешь говорить, черт возьми? Стена. На стене надписи. Это цифры, что ли? Что? Я не знаю, что тут происходит. Я тебя не слышу. Роберт, я черт и заперт в хижине. Да к черту это все. 91. Это запоминать как пароль или что? Может взять топор? Алярма выпустите отсюда.
Может нажать на свет, разбить свет, топором бить свет. Стену бить. Ну, с топором явно как-то побезопаснее становится. Выключить, включить, ничего не работает. Коснуться. Как же классно, что они сделали приближение. 104, 106, что ли? Может, надо радио взять? Не, ну я не знаю, что еще может сделать. Получается, что его дочка, когда радио переключала, она действительно что-то слышала. Экстренная станция национального парка Эшвуд Крик. Актуальная инфа о состоянии парка и правилах безопасности. Погода спокойная, ночью ожидается понижение температуры. Рекомендуется подготовиться к холодным условиям, если посетители остаются на ночь. Она зациклена, и как бы, когда я переключаюсь, она начинается сначала. «91». 91! Ты слышишь? Ты слышишь? Я слышу? Я слышу? Алло? Эхо, пляж. Хвост болит. Пляж, эхо. Остановись. Звук бесполезный. Тьфу, звук болезненный. Повторяется. Как ты меня слышишь? Что? Эта штука, она не двусторонняя. Как ты меня слышишь? Мы слышим. Эхо. Полиция. Назад. Немедленно назад. Эхо, пляж. Эхо. Я что-то, знаешь, даже в голову не пришло взять радио. Ну, потом, конечно, пришло, но сначала я думала, что нужно что-то запомнить. Эхо, пляж. Честно говоря, это было крипово. Это было безумие. Должно быть какое-то объяснение, но... Роб! Черт, пожалуйста, скажи мне, что ты меня слышишь. Отлично, ну я просто говорю тебе, я ухожу отсюда, прямо сейчас. Новая цель. Уходите. Только куда? Опять на кровавый камень идти, что ли? Может, топор? Кровавый камень, он где-то был, вот да, где было подобие тропинки. И пока я смотрела на окрестности... Опа. Пока я смотрела на окрестности, пока искала камень с ключом, я поняла, что там вроде тупичок. Смотри. Это явно человек в бейсболке. Здравствуйте, сэр. Как дела? Все в порядке? Ты? Нет, это не ты. Вы Харви Уотерс, сэр? Что вы тут делаете? Разве ты не видишь? Рублю дрова. Помогает мне думать. Нет, что ты здесь делаешь? Твоя жена сильно переживает. Меня отправили найти тебя. Она не понимает. Никто из вас не понимает. Как тебя зовут? Итан Коллинз. Я из полиции Эшвуд Крика. Снова ты? Что? Нет, это должен был быть кто-то другой. Ты знаешь, каково это потерять кого-то? Потерять их след и искать их каждый день. Я знаю, что он там, я его видел. Ты что-нибудь принял? Какие-нибудь вещества? Ты несешь чушь, размахиваешь топором перед пнем. Серьезно? Оставь меня. Просто уходи. Я не могу этого сделать, Харви. Нужно отвезти тебя домой. Мы рядом с зоной активного поиска. Ты это знаешь, ты ведь рейнджер. Эллиот, он скаут. Хороший мальчик. Ты никогда его не найдешь. Почему? Я его видел. Ему не следовало туда идти. Это не моя вина, понял? Ладно, хорошо. Где мальчик, Харви? Ты ведь знаешь, верно? В кругу. Он уже часть этого. Как и другие.
Ты не сможешь спасти его теперь, Итан. Ты очень скоро все поймешь. You came here this morning. Ты пришел сюда сегодня утром, злой. Этим утром? Да, почему, Харви? Что случилось с тобой? Тебе не сбежать. Харви, мне нужно, чтобы ты успокоился прямо сейчас. Пойдем со мной, ты должен пойти со мной прямо сейчас. Мы можем найти, мы на землю. Нет. Просто он, считая, его спугнул, специально, что ли, скинул? Что там сказали? Типа, ты напуган? Что-то такого. Итан? Мия? Прием, повторяю, прием. Да, я здесь. Господи, ты звучишь сварливо, как обычно. Что-то случилось? Я... Черт, моя нога. Я только что упал метров с 10 и оказался черт знает где. Ты что? Нет, ты же не серьезно. Серьезно, кажется, я повредил ногу. Черт. Тебе нужно оставаться на месте. Дай мне позвонить. Нет времени. Я нашел Харви. Он был... Господи, он просто рубил этот пень. Снова и снова, будто он даже не знал, что я там, рядом с ним. Какого черта? Ты нашел парня? Он обернулся и посмотрел прямо на меня. Клянусь богом, Роб, его там не было. Я убегал от него и подскользнулся. Харви что-нибудь сказал? Хоть что-то? Он упомянул Эллиота. Он сказал что-то о круге. Что? Ты давил на него из-за этого? Да, но он начал нести какую-то чушь. Ладно, Итан. Глубокий вдох. Ты крепкий парень, найди какой-нибудь ориентир. Сделай это, я определю твое местоположение. Займусь этим. Но то, что у того челика были красные горящие глаза, это никого не парит. Круг. Круг, типа сатанинский круг. Типа жертвоприношение или что? Что? Мне кажется, как будто бы... Подожди, фонарик. Либо мы что-то здесь должны найти, либо с чем-то взаимодействовать, потому что похоже, что здесь область везде ограничена. Нет, не ограничена, можно пройти. Вообще надо понять, где мы сейчас. А я вообще правильно понимаю, то, что наш напарник сидит в полицейском участке? Наверное, да. Как будто локация стала такой полутуманной. Какой-то звук нарастает. То есть, получается, что когда мы слышали, что кто-то рубит дрова, нам не показалось. То есть, все это время это был тот скаут, начальник скаутов, которого мы ищем. И оказалось, что он знает о мальчике, который пропал. Ну-ка, я схожу вот сюда, в источник звука. Мне почему-то кажется, что звук именно здесь. Но там есть проход еще куда-то дальше. Ничего странного не замечено? Хотя нет. Теперь я прохожу здесь, и мне кажется, что звук где-то там. Ну, в обратной стороне. Что? Мы должны трансценд это вознестись или что-то типа того. Опять Уроборос, кстати, он рисуется не только кругом, но еще и знаком бесконечности. Наскальные символы. О, отлично, это выглядит совсем не жутко. Что там? Нашел камень. Стоит на видном месте, на нем вырезаны символы. Символы?
Да, Ouroboros снова again. Ураборос. What does that mean? Что это значит? Mean a bunch of things. Это значит много чего, но в основном это изображает своего рода бесконечный цикл. Цикл? Harvey mentioned cycles. Харви упоминал цикл и все время об этом говорил. Это вообще что-нибудь тебе говорит? He said Elliot was in the Он circle. сказал, что Эллиот был в круге. Харви это сказал? Да, что бы это ни было, это наш ключ к поиску Эллиота. В круге. Трансцент, то есть вишел, это значит мы должны трансцент. Давай-ка я прямо сейчас переведу трансцент, потому что права я или нет, смотри. Трансцент. Трансцент, трансцендентный. Да понятно, мне нужен другой перевод, не то чтобы трансцендентный. То есть в данном случае это как глагол, а мне переводят как прилагательное. Трансцент. Блин, я неправильно написала. Превосходить, превышать, переступать порог. Но скорее вознестись, как я и сказала, больше подходит. Мы должны переступить порог. Можно и так сказать. Не знаю, как правильнее в данном случае, что они там хотят сделать. Есть какие-то догадки? Типа это культ какой-то страшный, ужасный? Или нет? Так, здесь скала, мы тут не пройдем. Это что такое? I got a dead deer Тут here. дохлый олень, совсем разложился. Define far. Насколько разложился? Flies are all over Тут it. туча мух. Smells fucking awful. Воняет до чертиков. Давно тут лежит. Any bite marks or any Есть следы укусов или что-то No, такое? it's just Нет, here. просто здесь poor thing. бедняга. Нет, просто здесь? Я тоже не поняла, что он там сказал, почему так переведено. Может быть, ну скажем, нет, просто лежит, и нет никаких укусов. Будем так понимать. Жесть. Так, это мы к камню пойдем, а это в какую-то другую сторону. Я говорю, знаешь, что я боюсь? Person came from Помнишь дело о пропаже человека десятилетней давности? Оно тоже было здесь, в парке. That was- Смутно, я тогда не that вел was это not the дело. one case. of them was Harvey's Один из них был братом Харви. Его звали Дэвид. found him. Его так и не нашли. The answer they were Как и ответ, в который они искали. Is in Elliot's case Думаешь, that это дело и дело Эллиота связаны? it's a long shot. Ну, в смысле, это маловероятно. Лучше тебе просто сосредоточиться на том, что у нас есть по делу Эллиота. А это что такое? Дорога какая-то, что ли? Какой-то брат кого-то пропал 10 лет назад. Не, на самом деле, в реальной жизни я слышала такие штучки, такие рассказы. Например, живет какая-нибудь семья около каких-то лесов. Например, живет такой в полусельской или сельской местности. Ну, я говорю про настоящий мир, например, примерно там последние 50 лет. И бывают такие люди, которые рассказывают, что у меня там в лес ушел там брат, сват, еще кто-нибудь, и пропал, и все. И просто с концами. То есть кто искал, ничего не нашел. И бывает такое, то, что в одной семье повторяются исчезновения людей, то есть вообще пропал без вести именно в какой-то определенной местности. То есть и люди начинают говорить о том, что, наверное, это с этим местом что-то не так. Ну, давай просто не будем ничего исключать. Я знаю, что такие случаи бывают, то что, как вот здесь вот описывается, то что сейчас паренек пропал, и его брат пропадал до этого уже здесь. Я бы просто не стала исключать. Но на самом деле построение игры действительно очень близко к Firewatch, то есть ты ходишь, постоянно общаешься по рации с напарником, или в случае Firewatch с напарницей, и так разворачивается сюжет.
О-о! А это чьи такие лапки? Но это не медведь, у медведя вообще другие отпечатки. Ой, Another set of footprints. я нашел еще These are not следы, like the но others, это не though. такие, как остальные. Что это значит? Ну, Well, they они don't look exactly выглядят не совсем human. по-человечески. It's an animal. Типа животное, волки? And this is no wolf. Это не Spacey. волк, It's bipedal. он двуногий. It's a wild animal. Слушай, это дикое животное, наверное, оно и убило того оленя. Он видит полицейского, крепкого телосложения и убегает. Ясно. Это как бы наш друг намекает на то, что париться не надо. Он убегает, получается, прямиком на скалу? Не, ну получается, это кто-то, кто стоит на ногах, и у него офигенные когтища. Я даже не знаю, кто это может быть. Может быть, Йети здесь поселился? Так, место закрыто. А на случай того, что место закрыто, у меня есть топор. I found a really weird Я sign нашел here. очень странный знак Area здесь. closed by the Территория US закрыта government. правительством США. What? Чё? Shit, you're... Черт, ты в той опечатанной зоне, которую они I зачистили thought много that лет was just a назад. rumor. Я думал, это просто слух. Vets might have been up there. Не думаю, федералы могли там шариться после исчезновения кого-то там. You ever hear what really Ты went когда-нибудь down here? слышала, что тут на самом деле произошло? Нет, они нам никогда не should I go говорили. past the sign? Мне идти мимо знака? Ну, если хочешь оттуда выбраться туда, идти мимо знака, может быть, он имеет в виду идти вопреки этому знаку. Типа, что место закрыто, но тебе надо пройти. Переведено немножко, ну, как бы вот, немножко как есть. Но спасибо на том, что оно вообще переведено. Кстати, насколько я поняла, игрушку вручную перевел один добрый человечек и поделился этим в сети интернет, за что ему большое спасибо, потратил свое время, чтобы нам было легче все это воспринимать. Поэтому на ошибки мы ему не будем указывать. Он и так бесплатно для нас всех постарался. О! Тарелка, что ли? Там телек ловит? То есть мы, внимание, в запретной зоне, которая была закрыта правительством США. I found an old tent. Я нашел здесь старую палатку, она военная или федеральная. They left stuff out Они here, оставили but здесь вещи, но все выглядит заброшенным. Конечно. Они все это сделали и ни черта нам не сказали. Правда? Даже тебе? Нет. Имеет в виду то, что есть полиция, а есть какая-то организация, которая здесь что-то делала. Она как бы их выше стоит, и поэтому они не докладывают, что они тут делают. Police line do not cross, правильно? Лента. Возьму, может, надо будет. they left behind a clipboard. Они оставили It's like one планшет. of the Похоже, first это один reports. из первых отчетов. Interesting in there. Нашли что-нибудь интересное внутри? Они делали Radiation. замеры, Mentions радиация, of some упоминание о anomaly некой with аномалии и comms помехах в связи. Это звучит strangely similar to what странно, just похоже happened to на me. то, что только что произошло со мной. Я не знаю. Читать. Даже не могу приблизить. Короче, поверим, то, что здесь написано про радиацию. Осмотреть платка какая-то. Деревянная доска. Но похоже на то, что мы будем себе мост какой-то There's a выстраивать. report here, Здесь отчет. mostly redacted, В основном mentions засекречен, something но about упоминается collapse что-то о of крушении Black River. Черной реки. Calls the site unstable. Место называется нестабильным. Black River around. Черная река? Здесь Maybe нет just a никакой code черной name. реки. Может, это просто кодовое название? Действительно, Black River написано. Всем агентам, которые сидят на операции Black River. После коллапса Black River все здесь будет нестабильно. И ходить сюда нельзя. А главное, эту записку он забрал, как вещдок, наверное. Сообщения от рейнджеров. Тропы к западу от входа в парк остаются закрытыми.
Это не помешает нам радовать вас лучшими мелодиями в городе. Далее Расим Воронов и новости. Опа, болторезик. В что играли? Смотри, это ослик, таракан-кузнечик, совка. Ага, и лиса еще есть, и пустая карта 7. Тарелка. А куда идти? Просто куда глаза глядят? Интересно, в этой закрытой зоне еще что-нибудь оставили? Это что? Это что? Я не могу понять. Это просто палки какие-то или что-то закопанное? Ой. I'm in the middle of a stone Я посреди circle. каменного круга. What? Чё? It looks like Похоже, что я могу что-то вставить в этот камень. What do you mean В insert? смысле вставить что-то? Как можно вставить что-то в камень? pretty easily. Довольно Looks like легко. there's Кажется, тут вырезана форма. Got anything? Ты нашел что-нибудь? I don't think I have anything with a Я не shape like думаю, that. что у меня есть что-то такой формы. Ну, попробуй осмотреться. А, это кости, что ли, торчат? Если бы не зубы, я бы и не поняла. Положить, то есть, в принципе, ага, ну вот значок Урабороса, и сюда что-то типа мешочка. Что типа мешочка. Чё за фигня? Вроде бы какая-то мистика, а вроде бы правительство. О! Интересно. А вот об этом ты не хочешь сообщить своему другу? Это как? Как будто вход в какое-то поместье? Реально? Вот эта стена точно рукотворная. Ее точно поставили специально. А может быть, вот эта калитка открывается тогда, когда мы в камень что-то поставим. Это было бы вполне логично. И где мне искать этот предмет? Если не за калиткой, она откроется после, тогда он что, должен просто валяться где-то на полу? Просто лежать где-то на камне или что? Так, короче, продолжаю искать этот предмет, который нам нужен. От палатки с тарелкой пришла к каким-то кустам. Ну, возможно, это проход куда-то. А, ну реально. Нам нужно было вернуться назад от этой каменной статуи. И пройти еще дальше палатки. There's a cave opening here. Здесь вход в пещеру. Кажется, я слышу слабый шум изнутри. Cave opening? Вход в пещеру? Я бы не советовал идти туда, Итан. Whatever the feds were Думаешь, то, investigating. что расследовали федералы, может быть здесь? Be careful. Просто будь осторожен. Ну что, друзья, на этом первую серию заканчиваем и продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.